О, сигнальчики. Какие пикалки. Они не портятся с какой-то старой машины. О, еще один. О, как раз пара будет. О, это не есть вот пара. 2 тонна. Ладно, возьмем. Забрал суппорта. Ну, попросил подписчик. Отправлю сегодня. А вот смотрите, еще нашел. Какой ёрш большой. На большую 230-ю болгарку. Ну, гайку кто-то приварил. Куда-то устанавливали, непонятно куда. Но здесь целая штатная. Вон гайка. Максимум 4500 оборотов. Ну, пойдет. Для большой болгарки у меня еще такого не было. Так. Вот еще маленький. Это тоже заберу, еще остаток есть. О, еще мотор от парохотяга. Может быть даже целый. Может парохотяг разломался там, а мотор сдали. Сейчас попробуем, включим. Ламели он там на щетках целые. У меня уже несколько раз находил, такие были целые. Там 2 провода есть. Можно в розетку включить и проверить. Так, сейчас проверю мотор. Не нашел я вилку. Ну так, воткну в розетку. Помощница мне поможет снять. Помощница, кстати, дядя Богдан из города Сумы 30 гривен передал. Я тебе отдам, чуть позже разменяю. Так, ну как всегда, рабочий мотор. Подшипники только скрипят, смазать их, заменить. Вон там обычные шариковые подшипники стоят. Целый мотор от пылесоса, от парохотяга. О, забираем. О, какие блинчики. Откуда-то отрезанные. Мини-ковадлы, можно сказать. Можно вот так на стол положить и стучать ровненькая поверхность. Мини-ковадло. Отличное ковадло. Можно взять себе пару штук. Мини-ковадло. Вон еще шкив. О, шкивок. Ого, как изношенный. Даже зубьев не осталось. Ну, этих пазов. Вот это стерло его. О, груша. Это омыватель стекла старинный. Типа ногой на полу там нажимаешь, не знаю, в какой-то машине. И оно пырскает на стекло. Ну, это уже не актуально. Сейчас же электрические моторчики везде. А так-то да, для реставраторов в хорошем состоянии, можно сказать. И резина лет 50 и целая. Вообще даже ни одной трещины нету. Ну вот раньше делали. Сейчас пыльники поменяешь, шаровые опоры 2 года и на мусорке. Целая, да, ни одной трещинки. Ну, короче, дед привез целое корыто всякого хлама. И смотрите, что я себе навыбирал. Ну вот я уже кучку себе отсортировал. Вот, 3 шипчик, трипоид новый вроде бы как. Так, а это разобранная лебедка. Вот, с ручкой. Ну там непонятно какие шестерни куда. Затем я нашел замок еще, вот как раз на сейф. Вот тут сейф, который я нашел в прошлый раз, оружейный. Вот, ключ отдельно нашел. Сейчас покажу. О, смотрите. Короче, ключ подошел. Я в корыте прям нашел сразу замочек, а затем ключ. Ну, ключ он уже доваренный. Удлинял кто-то. А я в мастерскую заеду, мне ключи сделают. Я думаю, будет дешевле, чем замок покупать новый. Ну, замок 300 гривен нормальный стоит. Это как раз маленький, как раз для того сейфа. И вот еще съемник с 2 частей нашел. Разобранный. Ну, как-то он качелькой вот так. О, вот так. И вот так вот собирается съемник. Нашел абсолютно новый венчик. Ни разу не использовавшийся. Так, эту штуку я уже показывал. Анкер один. Шайба, мечик. О, закрывашка стекла. Жигулевская, может, кому нужна. Сверло
Вон бетону. И крючок еще. А, еще циферки вот. Ну, правда, 3 всего лишь. Вон 7, 3 и 0. Остальных нету. Вот такую кучку насобирал себе с вот этого ящика. О, колесики от коляски. Это ж такие, как мне нужны. Даже с резиной. Резина белая. Ну, там немножко не такие были. Ну, на том вазочке. А вон еще 2 лежат, кстати. 4 колеса. Надо забрать. Может, подойдут мне. Ну, она... Резина не идеальная, конечно. Но целая еще. Можно перекрасить. Как раз будет для того вазочка. Ладно, забираем. Попробуем их туда установить. Фара. Ох, это классная штука. Жалко, побитая. Вон у нее спираль такая мощная. У меня светильник из такой фары сделан. Это алюминиевая фара с вертолета. Да, я как-то думал, как ее приделать к светильнику. Классная фара. Даже с побитым стеклом заберу. Она вообще очень дорогая, если что. А если бы целая была, то вообще цены ей нет. Ну, лампочка целая. Оригинальная целая лампочка с какой-то мощной спиралью. Непонятно на сколько вольт. Гаечный ключик. А ну-ка. О, целый. Насколько он там? 41 на 36. 41 на 36. Я их чищу и продаю. Вообще будет суперский ключ. А вот классная штука давно уже лежит. Круглячок такой. В диаметре сантиметров 20. В диаметре сантиметров 20. Как наковальню можно использовать. Там веса килограмм 80, наверное, будет. К диску колесному приварить. Классная наковальня получается. О, пила. Целый станок. Вот это да. Ух ты, и подшипники целые. Шкив прикрутить. И готовая пила прям со станиной. Вот это классно. Сейчас грузовик поеду возьму. Заберу его. И мотор приделаю, будет у меня пила. А тот вал, который в прошлый раз брал, продам. Мне, в принципе, без разницы, какой вал. Да? Ой, а что оно? Диск как-то косо ходит. Петляет. Петляет. Ну, дрова пилить пойдет, ладно. Забираем. Такой классный ящик. С петлями. С замочком таким, как застежка. Ну вот как оно. Опа. И открывается. Ну, отверстие лишнее. Ну, шкаф управления был. Какая-то автоматика, электрика внутри была. А так вообще ящик суперский. Заварить отверстие вон там. Вот, вот что-то его разорвали. Подровнять, заварить. А, это для проводов выход сделали такой. Точно. Ну, вместо вот этих не стали вышибать заглушки заводские. А просто вырубили отверстие для проводов. Ну, тоже идея хорошая. Электрошкафчик такой. Мне нравится, что он открывается так полностью. Вот эти современные, у них окантовка неудобная такая. Провода туда не запхнешь по-нормальному. А этот интересный шкаф. Ладно, заберу. Забрал станок, проверил вал, открутил диск. Оказывается, здесь вот эти центровочные шайбы нужно новые вытачивать. И вал проточить. Проточить, подровнять вал, процентровать и новые шайбы. Потому как сильно виляет диск. Вал вроде как ровный, а диск виляет. Ну, в токарный станок вставить без проблем. Вот здесь вот зацентроваться, там он даже центр был, видимо, забитый. Короче, у меня токарного станка нету, поэтому вал я продаю. Продаю под доработку. Здесь ножи установлены, все вроде как хорошо. Я его даже, наверное, отпескострую, прочищу. А у кого есть токарный станочек, проточите себе шайбы. Поэтому вал откручу и продаю, а с подставки сделаю себе столик. И дверь я вот эту тоже забрал. Не знаю, что с ней делать. На столик ее жалко. Писали, стеллаж классный будет или типа того.
Ну, железо, я думаю, прогнется. Мне кажется. Будет обидно, если там 100-килограммовый какой-то груз на нем положу, прогнется обидно. Ну, ладно. Ладно, сейчас сделаю из этой подставки стол. Овал отпескострую, пофоткаю и в продаже. Скамейки со столами в магазине. Вот смотрите цены. Ну, я немножко не такое хочу, но все же 3300, вот кому нужно. Могу отправить. Стол 3300. Да, хотя отправлять его нет смысла по почте. 2500 лавочка. Сейчас пойду, покажу вам, какой стол я сделал у себя. Ну, неплохо, 3300, но я за 3300 точно не куплю. Короче, по магазину поброжу, вам покажу. Всякая леска для мотокосы. Мне вот это нравится больше всего. С сердечником внутренним. Она дольше всего хватает ее. Во, нужно траву покосить. Такую леску рекомендую. Вот катушки для мотокосы продаются. И нашел вот такую вот. Ну, они разные с кнопками. Вот видите, типа кнопку нажимаешь, об землю стукаешь. О, и она леску выпускает. Но я заметил, что он так быстро леска заканчивается. Вечно там от какую-то кочку случайно стукнешь, и леска выходит. А у меня нож отвалился на срезалке вот этой, и леска сильно длинная. Вот я заметил. А вот нашел вот такую катушку. У нее кнопки нету, а внутри какая-то штука там, ну типа грузик. И стукаешь, и этот грузик отходит и выпускает леску. Так вот эта катушка, я думаю, получше будет, чем с кнопкой. Уже кнопка случайно не нажмется. Уже нужно специально вот так стукнуть хорошенько, чтобы вышла леска. И получается так ложный выпуск. Нету ложного выпуска лески. Короче, возьму, попробую. О, смотрите, насосик. Я недавно разбирал вот эту поливалку электрическую. Вот насосик можно купить прямо в магазине у нас. А вот лента для полива огорода. Короче, в магазине много чего можно купить без проблем. А вот поливашка на землю ложишь, и она пырскает в разные стороны. А вот мисочки. У меня проект будет скоро классный из этих мисочек. О, как раз весь набор, который мне нужен, мисок. Нужно будет закупиться ими. Будет супер проект. Вам всем понравится. Я уже просто жду и мечтаю, когда он выйдет. Сейчас краску куплю для стола. Покрашу какую-то масляную в банке. Ну вот краски. Для самоделочек. Вот. Покрасить какую-нибудь самоделочку. 117 гривен баллончик. Ну, есть все. Так, в какой бы цвет стол покрасить? Ну, на котором я буду работать и видосики снимать. Не знаю, вот голубой прикольный. Но мне кажется, будет пачкаться синий, ну, темноватый. Не знаю, сейчас выберем какой-то. Вот, мне кажется, классная краска. Ну, такой цвет у нее приятный, да? Стол покрасить, на котором я буду работать, видосики снимать. О. Я думаю, пойдет. Еще и по акции берем. А вот автозапчасти всякие. О, инвертор 12220, 2800. Ничего себе. А вот лебедочка ручная. Я их кучу попродавал. 1720 гривен, представляете? Вот. Ну, может, кому нужна тоже. Обращайтесь, я вам отправлю немножко, 20% накину и отправлю. Так, веревочки всякие разные. А вот скотч для упаковок я беру все время. Чтобы дешевле посылочки вам были, я вот покупаю скотч. Какой-то такой... А, вот этот вот самый крепкий. О, вот такой я беру с этой ленточкой. Он не рвется. Вот большой. 111 гривен. Ну, хороший такой, тянешь его, хорошо тянется, не обрывается. Так, а вот и перчаточки. Вот, кстати, мои новые перчаточки. Вот я их беру, здесь 89 гривен. Много чего интересного. Вот масочка есть для газонокосильщика. Есть практически все. Вот какой стол получился. Ну, это двери у меня из сусеков. В сусеках валялись. Я их не выбросил, на дрова не попилил, сделал стол.
А ножки вот с циркулярки. Видите, я их чуть-чуть, два уголка вот приварил здесь. Два уголка и срезал. Открутил вал, срезал, там ушки такие торчали, и все. Вот получился стол. Ну да, ножки косые, кривые, ну бесплатный. Бесплатный стол, хоть какой, ну такой, да. У меня и диван бесплатный. Вот, валялся, мама его выкинуть хотела. С него облезла, он стоял под деревом, ну и дождь на него капал. А вот эта штука, это полиуретан, она вечная. Это как в сиденьях автомобильных, ей ничего не происходит, она не мнется, как поролон, форму не теряет. Очень крутая вот эта поролоновая, типа поролоновая, но полиуретановая подушка. Все, я ее вон на двери положил, покрывалом накрыл. Все, шикарный диван. Вот, а стол мы сейчас покрасим. Вот как раз использую с металлолома ёршик. Сейчас я его на болгарку одену. Большой, я думаю, быстро почищу стол. А лебедку я собрал. Вот эта лебедка с металлолома. У нее вал. Вот этот вал не туда вставили, он был здесь. Поэтому не разобрались. И получилось то, что получилось. Ну, здесь веса килограмма 4. Ну, то есть за 50 гривен я ее купил. В магазине такая 1500 гривен. Вот, смотрите, она крутится. Так, свет включу. Вот. Видите, как она работает. То есть целая лебедка, катушка. Вон, ничего делать. Я уже думал, сам буду делать. У меня проект здесь есть один, скоро будет. Скоро, не буду говорить какой, скоро будет проект. Единственное, здесь в этой лебедке не хватает храповичка. Вот здесь должен быть храповик, ну тормоз такой. И вот здесь отверстие, вот. Под разблокировку этого тормоза. Но мне храповик, честно говоря, не нужен. Мне нужна была катушка и редукционные вот эти шестерни. Все. То есть для меня это достаточно. Мы будем с нее электрическую делать и устанавливать. Ну, я покажу куда. Это будет уже проект. На главном механике, наверное, будет. Ну, я скажу вам, где будет. Ладно. Сейчас пойдем стол почистим и покрасим. А, вот еще один типа проект. Смотрите, оказалось, движок должен подойти вот к этому тельферу. Я его уже разобрал, но это отдельная серия, я там снимаю, она долгой получилась. Ну, дальше будет в следующих сериях посмотреть, как я его разбирал, что к чему. В общем, вот так вот я его до половины уже разобрал. Очень не очень конструкция там, но ничего страшного. Короче, все расскажу, покажу в следующих сериях. Как соберу, я его очищу, покрашу, как соберу. И потом уже весь проект в одной серии покажу, ну, чтобы на куски не рубить. В общем, вот так он в тележке ждет своей очереди. У меня вообще здесь много чего ждет своей очереди. И двери, и крыши, и заборы. Когда его все делать, непонятно. Ну, делаю потихоньку. Так, сейчас посмотрим, как этот ёршик подойдет. Ёршик с металлолома. Сколько он там гривен? 20 обошелся. О, нормально, все, подошло. Так, а ну-ка посмотрим. О, отлично, вот это продуктивная будет работа на 230-й болгарке. Так, сейчас посмотрим. Шикарно, шикарно работает. Это вам не маленькой болгаркой чистить. Так, все, погнал. Я сейчас весь стол зачищу под покраску. И покрасим его, покажу вам, что получилось. Ну, стол вроде бы как готов к покраске, а вот пистолет мой не готов. Как обычно, я его кинул, и он засох. Но это тоже не беда. Можно даже на металлоломе найти такой пистолет и отмыть. Отмывается вот такая вот средство для удаления, снятия старой краски. Просто этим средством намазываю его, и все, вот эта старая краска вся отмоется. Так, с трудом разобрал. Теперь просто поливаю так. Ну, его просто нужно сразу намазывать. Сейчас будет как новенький. О, бачок.
Вот это все. И вот так вот кисточкой хоп-хоп-хоп. Кстати, ручка была когда-то синяя, краска отмылась. Видите, как краска отмывается быстро. Вон, прям облазит. Все, уже почти чистая. Ну и вот таким образом отмывается от старой засохшей краски краскопульт. Казалось бы, безнадежно потерянный. Особенно вот это сопло, оно как залипло. Сейчас все подмываю. Может 2 раза, 3 приходится намазывать, но все отмывается. Затем водой смываю. О, отлично. И так дальше. Ну вот как оно отмывает. Все, моем, посмотрим, будем красить. Вот выкрутил сопло, ну вот эту переднюю часть. И там он все забито внутри. Вот, ну вот эту штуку выкрутил. Короче, надо полностью разбирать, чтобы отмыть. Вон там все позалипало старой краской. Сейчас буду размачивать ее. И еле отмыл пульверизатор. Нужно все разбирать. Особенно не теряйте ключики, чтобы раскрутить вот эту дюзу. Сейчас покажу. В общем, вот эта штука откручивается. И в комплекте с пульверизатором продаются еще ключики, чтобы разобрать вот эту часть. Вот это одевается, раскручивается. И под ним максимум там все забито было. Я его вообще ни разу не разбирал. Вот эту часть никогда не был. А здесь еще сеточка вставлена. Тоже ее нужно аккуратненько вытащить, промыть. Ну все, вот. Отмытый пульверизатор. И вон и бачок внутри отмылся. Все, заливаем красочку, будем красить стол. Так, вот она моя красочка. Расколотим. Так. Стол будет красивым. Ну, буду видосы, проекты на нем снимать. Его. Как он, какой цвет. Так, ну и для пульверизатора нужно расколотить, чтобы краска была как вода. Вот на банке написано White Spirit. Можно использовать для разбавления. Так и сделаем. Так, ну пойдет вот такая консистенция его. Конечно, можно еще жидше, но для пульверизатора вот это вот более-менее еще пойдет. О, шикарно. Бесплатный стол. Отлично. Вот какой цвет классный. Вот такой вот стол получился из металлолома. Ножки я тоже покрасил. Короче, во дворе у меня теперь буду на нем видосики снимать. Да и так просто чаю попить негде. Не за 3000 ж покупать. А так бесплатно, на шару. Ну, ножки там, не знаю сколько. Гривен 200, наверное, килограмм 20 у них там веса. Так, ну все. Как вам цвет? Класс. Мне нравится. Суперский цвет вообще. Случайно такой. Хочется все во дворе в такой теперь покрасить. Овал я сейчас отпескострую. Да и покажу вам, как он чистый будет уже, как он выглядит. Так, пескоструй. Опа. Готово. Смотрите, как очистилось. Как новый. Ну, подшипники уже, понятно, самостоятельно кто-то заменит. Вот здесь вот откручивается крышечка, и там подшипник. А сварочка, вон какая сварочка. Ну, кто-то сам делал. Ну, это тоже, думаю, не проблема. И я могу подварить. А ну, он, кстати, по боку поварен нормально. Вот, он здесь вот по краю. Самоделочки. Кто-то делал сам.
Так, вот вал покрасил, ну, с баллончика обычной краской. Покрасил, он подсыхает, будет матовый, красивый. Сейчас скажу вам, сколько его цена сразу будет, сразу его закину в продажу. И вот этот вал тоже, наверное, буду продавать. Вес вала 18,40. Ну, 18, почти 19 килограмм. Ну, короче, 400 гривен, и он ваш. Все, вот цена на вал. Ну, тот вал я чуть попозже сфоткаю, скажу цену. Ладно, на этом все. Всем пока, до новых видео.